Мне тяжело было принять решение, что войдет, а что не войдет в топ-10 игр за этот год, поскольку в очередной раз выбирать пришлось из большого списка. Странно, конечно, слышать из раза в раз, что прошедший год был слабым на игры, из-за чего, мне кажется, люди или застряли в мире, где единственные игры это AAA, среди которых и правда ничего толкового, или же просто застряли на одной платформе, на которой в принципе за год толком ничего не выходит. Поэтому мой общий совет — расширять кругозор, и тогда каждый игровой год у вас будет как минимум 10 топовых игр. Заодно в моем списке вы заметите тенденцию, что в него входят лишь полностью готовые игры, которые не требуют лишних плясок с бубном, чтобы без зазрения совести их можно было назвать полным игровым опытом. Здесь есть только игры, конкретно вышедшие в 2022 году, никаких early access'ов, ремастеров или ремейков на коленке. Игры в списке — это мясо, в которое можно наброситься всей челюстью сразу, и потом, если еще голодны, то можно откусить еще. Такие игры, как Dark Tide и Vampire Survivors — это отличный пример, чего никогда не будет в подобном месте. Warhammer Dark Tide — это бесподобнейший, плохо завуалированный early access будущей отличной игры, когда Vampire Survivors — это невероятный источник допамина, словно фейерверк, кровеносную систему играющего, но все еще слаб на настоящую игровую субстанцию. Иначе говоря, игра катарсис, из-за чего даже тяжело сказать, что в нее вообще играешь. Обе игры при этом комфортно чувствуют себя, существуя вне каких-то конкретных временных рамок, когда тяжело определить реальную точку отрыва, а когда они уже дойдут до финальной кондиции своего существования, ты, скорее всего, будешь занят чем-нибудь другим. Так что приступим к тем самым другим. Лучшие из лучших за 2022 год. И, как всегда, по теперь уже традиции, ближайший к топ-10 и будет анонсировать позиции в списке. Chaos. Игра, которая еле как вышла, и странно, что не отменили, слава богу. Digimon Survive прошел кровавую баню, лишь бы добраться до топ-10, но отбился заслуженно. Survive — это та самая игра, от которой ждешь нифига, и отчасти поэтому удивляет тебя, как в нее, оказывается, была вложена реальная мысль и сердце. Разумеется, в игре не все идеально, но главная и единственная суперсерьезная проблема — это очевидная бюджетность игры. Будь все красивее и зрелищнее, то эта игра не была бы для вас новостью, так как, уверен, говорят и вспоминают ее лишь немногие. Скажем так, сюжетно Survive поднимает проблемы и темы, от которых сторонятся даже 18+ игры, притом как огня, хотя все из себя такие серьезные взрослые. А тут игра про цветастых зверят, которые не воспринимают больше, чем покемон-клонов, но берут и прописывают с разворота прямо вам по голове, а пока хватаетесь за голову, вам тут же достается по яйцам и самому другому уязвимому месту в теле человека – чувствам. Геймплейно это тоже вполне достойная вещь, простецкая тактика, но с полным набором. Типовые, стихийные слабости, взаимодействие юнитов, довольно много зверей для столь малой игры, активной трансформации монстров для манипуляций всеми геймплейными составляющими. И опять же, по большей части все сгаживается бедным на глаз визуалом. Надеюсь, им дадут больше денег, и тогда эта странная, но приятная смесь визуальной новеллы и тактики наконец уйдет в отрыв. Looks like chaos has been waiting for us. Данную игру я кратко упомянул в предыдущем видео и сказал, что поговорю о ней позже. Вот момент и настал. Поразительная вещь по поводу Freedom Planet 2, то я не был особо большим фанатом первой части, просто достойный Sonic-клон с кислым сюжетом. Сюжет все еще кисловат местами, хотя в сравнении выигрывает изрядно. Но гораздо лучше стало другое. Многие уровни здесь просто отличнейшие задизайнены, и каждый развлекает по-своему. Freedom Planet тем самым и держит свой темп до конца, чего не стыдно назвать вторую часть одной из лучших Sonic 2D игр, хотя бы чисто по геймплею. Прибавим к этому факт того, что в игре аж 4 довольно разных по геймплею персонажа, даже с вкраплениями собственных сюжетных ответвлений, уникальных только для них, и получите достойнейший проект, где можно без стыда переигрывать его раз за разом и открывать для себя что-то новое. Is it true you made a deal with chaos? Насколько хороша Rogue Legacy 2? Настолько, что первая часть теперь просто может не существовать. Разве что ради исторического интереса. Каждый аспект, каждый элемент был возвышен или исправлен. Положительное развитие по всем фронтам. Классные уникальные боссы, где только в единичном случае это просто моб-переросток, сможет быть парой уникальных атак. Классы, наконец, реально разные со своим мувсетом, уровни еще лучше разделены со своими испытаниями и врагами, а заодно мастерский визуальный ряд, сочетающий 3D и 2D так, что вы не сразу замечаете наличие первого. Если бы они также снизили столь острую важность метапрогрессии между забегами, то она была бы гораздо выше по списку, так как порой только именно оно и останавливает вас от более интересных экспериментов с классами и модификаторами. Но даже так перед нами сиквел, достойный похвалы. Chaos exists. I knew it.
I told you. Долгожданное продолжение Байонеты, но чего я точно не ожидал, что в итоге Байонета 3 станет тем, что No More Heroes 3 пытался быть, но перегнул палку. Обе игры хотели не просто быть третьими частями, но также подарком фанатов от разработчиков в целом. No More Heroes сделал это грубо, в лоб, вырывая каждую сцену из контекста, ведь обычно референс No More Heroes 3 это вслепую брошенное имя игры или сам персонаж из этой игры. А знаешь ты что-то или нет, твои проблемы. Байонета же делает это все со стилем, разве что кроме одного референса все остальное имеет акцент скорее на нюансах. Если вы что-то не узнали, не проблема, вы этого даже не почувствуете. Все сделано естественной частью самой игры с должным мастерством. Но главное, Байонета 3 решила не отдыхать на своих лаврах и вводит нереальное количество нового для серии. Схватки эпичные и грандиозные, сюжет все такой же нелепый и бессмысленный и просто служит предлогом для того, чтобы попасть в самые разные места, повстречать самых разных персонажей, из-за чего потом и образуются все эти невозможные ситуации. Даже удивительно, как при столь большом количестве нового, в плане механик они также умудрились запихнуть больше всего контента за всю серию. Ожидание того стоило. Where did this desperate urge to eradicate chaos come from? Neon White. Опять же, хочется выкинуть в сторону худший элемент игры в виде сюжета с персонажами. Черт с ними! А потому, что то, насколько плоха история Neon White, ровно настолько в обратную сторону проработано все остальное. У вас есть этап, вы бежите от начала до конца, попутно убивать демонов. Для достижения цели вы имеете оружие карты, которую можно использовать как пушки, а можно бросить и получить платформенный эффект. Все очень просто и не требует нажатия кучи кнопок за раз. Наоборот, все сведено к нажатию кнопок направления и активации карты. Но как же много нюансов в Neon White. Этим игра и уникальна для меня. Она вполне подходит для игроков обоих спектров казуального и хардкорного, притом без каких-либо нелепых компромиссов, вроде миллиона выбора сложностей. Этой игре все удается естественно и легко, словно все просчитывала группа ученых по выверению идеального платформинга от первого лица. Прибавим к этому отличное чувство стиля и музыки, таким образом получается Neon White. Эта игра способна воспитать в вас любовь к спидранингу или по крайней мере дать понять, каково это и почему люди этим занимаются. Так что хватайте своих друзей и вперед покорять рекорды. Chaos. Как игра, Infernax взяла на себя неподъемную задачу, которую никто не мог решить аж с 1987 года, а именно исправить одну конкретную плохую игру. Ремейки не будут этим заниматься, они заняты тем, чтобы срубать деньги с уже популярных игр. Но Infernax, будучи в разработке более 10 лет, хотел доказать ровно одно: Castlevania Simon Quest не была плохой игрой. Она была с плохой реализацией. Все главные элементы, что были там, есть в Infernax. Но главная разница в том, как это было подано. Infernax, разумеется, никоим образом этого не скрывает, ну и помимо всего прочего, даже сама по себе, без строгой привязки к Castlevania, это все еще солидный платформер Metroidvania, где у вас есть свобода выбора сюжетного развития, а еще игра брутальная, что аж прет из всех щелей. Сложная, но справедливая. Тьма контента вплоть до того, что у вас найдется повод переиграть не просто ради разных концовок, а ради разных впечатлений от геймплея. Просто сама суть того, что у Infernax были достаточно стальные яйца, чтобы прикоснуться к легендарному куску говна и сделать из него целый фуршет вкуснейших блюд, переводит как игру, так и ее разработчиков в этот же самый легендарный статус в моих глазах. My mission is to kill chaos. Игра одного человека для целой кучи фанатов олдовых JRPG. Кто бы мог подумать, то лучшая JRPG это Chain Echoes, и притом она даже не из Японии. Притом мне нравится тот факт, что Мэттиас Линде не стал полагаться исключительно на референсы, чтобы протащить свою игру исключительно на ностальгии. Ты просто понимаешь, да, человек этим вдохновлялся, но не полагался на то, что они предлагали. Никакой тупой копирки с другими скинами. Это своя игра со своими клевыми уникальными механиками. Потрясающий набор персонажей и эпичный сюжет. Никаких дебильных пустых сайд-квестов, только пропитанные сюжетом и значимостью миссии, даже если не обязательные. Никакого гринда, в игре даже уровней как таковых нет, но система прокачки все равно сделана так, что вы чувствуете как рост силы, так и предрасположенность персонажа к определенным классовым стереотипам, просто это сделано как можно менее схематично, что отлично сглаживает углы восприятия. Игра не прошла дальше из-за недосказанности в истории и небольших недоработок тут и там. Но Chained Echoes — это отличный охранник ворот, ведущих к топ-3. So it all leads here. Shrine of Chaos.
Chaos. Бок о бок с Chain Knuckles — это еще одна игра одного человека. Подумайте только, один человек, то в том, что в этом случае умудрился сделать превосходящую игру по качеству, чем большинство огромнейших студий за год. Игровая индустрия воистину волшебное место. И Туник не менее магическая игра. Прикрываясь трендовыми вещами вроде Зельды и Соулсов, Туник таится нечто большее — ваше детство. Ни одна другая игра, кроме Туника, в этом году так правильно не давила на ностальгию. Она возрождает то чувство открытия и исследования в игре. Отдельной похвалы стоит тот самый знаменитый игровой мануал, который Туник предлагает вам и становится неотъемлемой частью процесса. В итоге под оболочкой Зельда Соулса скрывается игровое откровение и один из самых невообразимых пазлов этого года. This soul is mine to devour, a feast fit for chaos. Вот как часто бывало так, что игра дает вам выбрать или сделать действие, которое сильно повлияет на мир игры, в котором вы находитесь, и в итоге это оказывается ее финал, и вам просто рассказывают, и еще ладно, если в заставках, что и как там было дальше, и какой вы поэтому молодец или подлец. Ответ – слишком часто. Но что если я скажу, что существует игра, которая дает вам не только выбрать, но и играть в последствия своего выбора? Представляю вашему вниманию Triangle Strategy. И одним выбором дело не ограничится. Каждый следующий выбор влияет все сильнее и сильнее, и каждый раз вам предстоит иметь дело все с большим грузом ответственности. Вы можете зайти так далеко, что вас даже перестанут слушаться ваши собственные товарищи, если вы вдруг решитесь на то, чего раньше не придерживались. Игра останавливается лишь в тот момент, когда выбирать уже не из чего, и история подошла к концу с жирной точкой. Что делает историю по-настоящему хорошей, это максимально человечные персонажи. Это не набор анимешных стереотипов, от которых уже, наверное, каждый устал плеваться настолько, что у них нет влаги в организме. Это настоящие персонажи со своими стремлениями и головой на плечах. Геймплейно же это та самая натуральная тактическая РПГ, в которой решили сделать упор на индивидуальность персонажей, и поэтому, в отличие от большинства других игр подобного жанра, здесь нельзя переключать классы или создавать кастомных персонажей. Это также придает игре уникальное чувство и не особо мешает. Также гринд здесь сведен к минимуму благодаря скейлу экспы. Хоть я и понимаю, что для некоторых это может послужить отталкивающей чертой, я не вижу в этом никаких проблем. Также это одна из игр, что лучше всего использует новомодный стиль 2D HD, в котором игра выглядит одновременно и под ретро, и достаточно технологично. Музыка же из этой игры, наверное, навечно в моих плейлистах. Есть лишь только одна игра, что смогла перебить такого мастодонта. Bullshit. Ну вот что тут скажешь, верно? Особенно чего-то, что никто при этом никогда не говорил. Даже внутренний хипстер во мне не позволил срезать Elden Ring с позиции лучшей игры за 2022 год. Причина проста. Это, наверное, одна из лучших игр за последние 10 лет в принципе. И да, уже становится модно ругать игру за всякие разные мелочи, но чаще всего предметом для сравнения становятся другие игры от FromSoft. Вот настолько фромы поработили игроков, что даже ругая Elden Ring, эти люди могут разве что надеяться на понимание, сравнивая его с другими играми от тех же самых людей. По мне, так это их лучшая игра на данный момент. По-настоящему открытый мир с минимальным количеством ограничений, огромное разнообразие возможностей, оружия, доспехов и билдов, от чего игру можно проходить как только душе угодно. Elden Ring поднимает на посмешище всю индустрию, что делает игры про открытый мир целиком и полностью. Даже если объединить все силы последних популярных игр в открытом мире, им не перебить Elden Ring по количеству уникальных биомов, количеству уникальных врагов и боссов, даже если вырезать из Elden Ring все реюзы. Настолько это масштабная игра, которая все еще блюдет нюансы своих прошлых Souls игр. Так что можно сколько угодно брызгать слюной и утверждать, что Elden Ring не достоин той похвалы, которую получает, но вам уже ничего с этим не поделать. Это случилось, ваша глубокая мысль о том, какой Elden Ring плохой, не дошла от отправителя к получателю. Придется принять поражение и жить дальше в этом несправедливом мире. Да чего уж там, далеко ходить не надо. В этом же году вышла Horizon Forbidden West, и ее разработчиков Guerrilla от Elden Ring подгорела жопа. А если уж Фромам удалось подорвать жопу не только тем, кто в нее играет, но и одной из крупнейших студий на рынке, просто существуя, то значит Elden Ring воистину особенная игра, и уж точно лучшая игра за этот год. Вот и все. Топ-10 закончен, хаос повержен. А нас с вами ждет очередной год полный восхитительных игр, и кто знает, некоторые шедевры могут прийти к нам, даже если мы их не ждем. До следующего раза.